Приветствую вас на канале Пишу вам. Как Господь готовит человека Божьего? У Господа, разумеется, различные пути для этого, различные способы, инструменты. И многие из этих путей мы просто не знаем, они нам не открыты, непонятны. Но сегодня мы рассмотрим один из таких путей, который Господь нам открыл в Священном Писании и повторил этот опыт многократно, чтобы мы могли обратить на него внимание. И в качестве примера в таком размышлении нам поможет опыт Рахили. Если посмотреть на жизнь Рахили, она выглядит достаточно трагичной и безутешной. Отец и сестра поломали ей семейную жизнь. У нее долго не было детей. Наконец-то родился Иосиф, и уже при рождении второго ребенка она умирает. И вот этот общечеловеческий, бытовой, если так можно сказать, взгляд на ситуацию Рахили, он на самом деле ослепляет нас, потому что он не дает нам возможности увидеть, как действовала рука Божья в жизни Рахили. Добавим сюда еще одну библейскую историю. Первая книга Царств, 1 глава, с 1 стиха. «Был один человек, имя ему Илкана, у него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей». Та же самая ситуация. Бездетная Сара и родившая Агарь, бездетная Рахиль и родившая Лия, и, наконец, бездетная Анна и многодетная Финана. И дальше в истории Анны мы читаем следующее. В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Ровно так же, как Иаков любил Рахиль, Илкана любил Анну. И ровно так же, как со стороны Агарии приходило зло на Сару, со стороны Лии ненависть к Рахили, так и со стороны Финаны приходила ненависть и презрение к Анне. Первая книга Царств, 1 главы, с 6 стиха. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела». И далее с 15 стиха мы читаем: «Изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Обратите внимание, Анна очень сильно страдала и вынуждена была ежедневно отдавать свою боль Господу. В итоге ребенок родился, но к тому времени, когда он родился, его мать уже имела многолетний опыт отношений с Господом, многолетний опыт неотвеченных молитв и долгожданного проявления руки Божьей. Иначе говоря, многолетний опыт жажды руки Божьей, жажды Божьего водительства. Ребенок эту жажду впитывает, и уже с этой жажды водительства Божьего, будучи юношей, он призывается в служители Божьи и становится известным всем нам пророком Самуилом. Такова была история всех этих трех женщин – Сары, Рахили и Анны. Такова была их боль. Многолетняя боль бездетности и многолетняя боль противостояния, причем проигрышного для них противостояния, с более успешной в рождении детей женщин. Так были воспитаны Господом все эти три матери, и каждая из них передала жажду руки Божьей своему первенцу. Сын Сары, Исаак, проявляет такое единство с Господом, что беспрекословно выполняет требования Божьи на то, чтобы Исаак был принесен в жертву, через что уже проявил себя как будущего человека Божьего. Сын Рахили, Иосиф, становится сновидцем и толкователем сновидений, человеком Божьим и премьер-министром Египта. А сын Анны – тот самый пророк Самуил. Но вернемся к Рахили. Итак, общечеловеческим взглядом ее жизнь выглядит очень трагичной, с отсутствием каких-то радостей, надежд, очень безутешной жизнью. Однако нужно вспомнить, что Рахиль была замужем за Иаковом, а у Иакова некогда была бабушка именем Сара. Именно у его бабушки Сары
был тот же самый опыт водительства Божьего и тот же самый опыт невероятной жажды исполнения руки Божьей, который теперь есть и у Рахили. И, разумеется, вообще, когда человек находится в какой-то тяжелой, многолетней ситуации, он успевает передумать все, что угодно. Тем более Рахиль и Иаков не могли не вспомнить и не размышлять о том опыте, который был у Сары и Авраама. И раз уж они размышляли и вдохновлялись этим опытом, и задумывались об этой странной водительствующей руке Божьей, то они не могли не обратить внимания и на то противостояние, которое было между Сарой и Агарью, равно как между Рахилью и Лией. И даже решение этого противостояния они невольно применили тоже, когда Рахиль решила отдать свою служанку Иакову в наложницы. В Бытие 34 мы читаем: «И дала она Валу служанку свою в жены ему, и вошел к ней Иаков. Вала зачала и родила Иакову сына». Опять же, это решение было точно таким же ошибочным, потому что Господь впоследствии дал именно Рахиле родить самой своего собственного сына. И вот наступил момент, когда Господь ответил на эти многолетние молитвы, на эти многолетние переживания и размышления о руке Божьей. Вот Он даровал Рахиле Иосифа. Несложно догадаться, что уже воспитанные на многолетнем опыте размышлений о руке Божьей, проявившейся в жизни Сары и Авраама, они не могли не размышлять о том, для чего рука Господня все это делала. И беря опыт Сары и Авраама, они могли надеяться, что их долгожданный первенец будет человеком Божьим. Разумеется, на тот момент у Иакова и Рахили больше удивления и вопросов, чем ответов. Но мы-то с вами уже знаем эти ответы, потому что знаем то великое служение, которое исполнил Иосиф, и то высокое социальное положение в обществе, которое он занимал. Иаков же и Рахиль этого не знали, но могли лишь обращать внимание на, если так можно сказать, эту странную руку Божью, куда-то ведущую их как родителей и их долгожданного сына. Обратите внимание, Господь, готовя Иосифа к его великому служению, начал его подготовку даже не от утробы матери, а от многолетней подготовки самой матери. Вот почему Иакову впоследствии было совершенно нетрудно обратить внимание на еще два новых пазла, маленьких пазла, проявившихся в жизни Иосифа. В Бытие 37:11 мы читаем реакцию Иакова на сны Иосифа. «А отец его заметил это слово. Да мало ли кому что снится». Это совершенно не повод что-либо замечать, складывать в своем сердце и воображать что-либо о своем сыне. Однако это легло на почву предварительных многолетних наблюдений за рукой Божьей. Вот почему были основания к тому, чтобы Иаков обратил внимание на эти сны. Хотя даже Иаков оказался не готов к тому столь высокому положению, которое Господь предназначил для Иосифа. В Бытие 37:10 мы читаем: «И побранил его отец его, и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» В итоге эта надежда сбылась. Да, Рахиле не суждено было это увидеть, да, Рахиль не дожила даже до снов Иосифа. Но в этом проявилась опять же любовь и милость Божья к Рахиле, его удивительное водительство, которым Господь укрыл ее от тех неимоверных страданий, что могли бы обрушиться на ее душу, когда бы дети Лии сообщили о якобы растерзанном зверем Иосифе. Даже самому Иакову было невероятно тяжело пережить этот опыт, так что с момента этой вести и на протяжении более 20 лет он жил, если так можно сказать, как человек с умершим духом, как человек, в котором погасла искра жизни. Это был настолько серьезный удар, потому что он содержал в себя две крайне тяжелых составляющих. Первая – это, разумеется, потеря своего ребенка, причем долгожданного первенца. И второе – это
это разрушение всей той картины понимания руки Божьей, всего того многолетнего наблюдения, удивительного водительства руки Божьей, которое в один день якобы разрушилось. И вот как много значило это затем для Иакова, когда наконец ему сообщили, что Иосиф жив, и какой эффект это произвело на него, что это буквально вдохнуло жизнь в этого как бы умершего человека. Бытие 45:27 мы читаем: «Тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Таким образом, хотя Рахиль не увидела Иосифа как состоявшегося человека Божьего, как сновидца, толкователя сновидений, как премьер-министра Египта, тем не менее ее жизнь была наполнена удивительным ведением Божьим, удивительной его водительствующей рукой, чем сегодня могут похвастаться далеко не многие. Рассмотрим еще один библейский случай, и теперь уже из Нового Завета, случай Елисаветы и Захарии, родителей Иоанна Крестителя. Подобно Саре и Аврааму, они дожили до глубокой старости, что уже не могли иметь детей. В Евангелии от Луки мы читаем: «У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел говорит Марии: вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. В случае Елисаветы она не имела противостоящую ей более успешную в рождении детей женщину. Однако это противостояние было заменено ей на другое противостояние. Окружающие их люди, народ, воспринимала Елисавету и Захарию как пару, которая как-либо согрешила пред Господом чем-то очень серьезным, отчего она проклята Господом и в наказание не может иметь детей. Вот почему в Евангелии от Луки в 1 главе 25 стихе мы читаем: «После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Здесь поношение от другой женщины заменено на поношение от окружающих людей. И нам несложно догадаться о том, как реализовывалось это поношение. Это бесконечное шушуканье за спиной, которое человек чувствует и о котором рано или поздно узнает. И это где-то открыто выраженное презрение. И вот на эту подготовленную почву несложно себе представить, как легла ситуация с Захарием, который вовремя не вышел из святилища. Так что народ, как сказано в Евангелии от Луки, дивился, что он медлит в храме. То есть, очевидно, такого никогда не было, и, очевидно, народ стал недоумевать, что же там могло произойти. Стал шушукаться, оглядываться на других священников, мол, что же с этим делать. И не исключено, что кто-то, вспомнив историю поражения детей Аарона, принесших чуждый огонь пред Господово святилище, смог предположить, что народная молва о Захарии и Елисаветы была, видимо, правдой. Но Господь снял поношение с Елисаветы и Захарии. Он даровал им сына, про которого сказано великие слова: «Он придет пред ним в духе и силе Илии». Теперь рассмотрим еще одну историю, которая несколько отличается от тех 3 историй, что мы уже рассмотрели. Речь идет о сунамитянке, которая принимала у себя Елисея, постоянно его кормила и затем построила для него отдельную комнату, где он мог бы всегда останавливаться, как бы это вот его территория. Ситуация, на первый взгляд, очень похожа, потому что у нее также нет детей. В 4 книге Царств 4:14 мы читаем: «И сказал он, что же сделать ей? И сказал Гиези: да вот сына нет у нее, а муж ее стар». Мы читаем об этой сунамитянке, и мы видим, что у нее та же самая проблема, у нее нет ребенка.
а муж ее уже стар. Но при этом мы видим достаточно необычную ситуацию. В этой четвертой истории нету, если так можно сказать, второй составляющей, которая сопровождала всегда тех женщин, кого Господь готовил как будущих матерей людей Божьих. Что мы видим, что в ее истории нету женщины-соперницы, которая могла бы ее третировать бесконечно, резко обостряя в ней жажду исполнения руки Божьей. И мы также видим, что нету поношения и презрения со стороны окружающих ее людей, которая бы выполнила ту же самую функцию. Даже наоборот, мы читаем совершенно обратное. В 4 главе и 8 стихе мы читаем: «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба». По другому переводу мы читаем: «Там одна именитая женщина». Подобное же место в английском переводе, которым часто пользуются богословы и исследователи, мы читаем слово prominent, что можно перевести как «известная, выдающаяся». То есть мы видим, что в ее жизни также присутствует многолетняя бездетность, которая не обострена каким-либо презрением от соперницы, либо презрением от окружающих людей. В итоге Господь ее благословил, и благословил невероятно, то есть она родила долгожданного первенца. Он не стал служителем Божьим, но Господь все равно увидел то ее стремление послужить Господу, которое уже проявлялось в ее сердце, и благословил ее второй раз, когда воскресил ее, умершего ребенка. Помимо тех благословений, которые даровал ей Господь в связи с ее сыном, Господь сделал так, что ее имя навсегда вошло в Священное Писание, и она на сегодня является одной из известнейших женщин в христианском мире, ни много ни мало. Итак, мать будущего человека Божьего проходит определенную многолетнюю подготовку, чтобы она могла, так сказать, с молоком матери передать долгожданному первенцу невероятную жажду руки Божьей, невероятную жажду водительства Божьего, чтобы впоследствии этот ребенок, переняв эту жажду водительства Божьего, соответственно, был готов совершить какое-либо служение. Если так можно сказать, рецепт этого, который мы обнаружили в Библии, состоит из двух частей. Первая часть состоит в долгих, неотвеченных молитвах, когда долго нет ребенка, когда мать вынуждена посвятить всю себя Господу, ежедневно живя молитвою и ежедневно взыскивая руку Божью. Вторая часть этой подготовки состоит в том, что при всем при этом наличествует очень яркое презрение и унижение этой будущей матери человека Божьего, причем именно за то, за что буквально разрывается на части ее сердце, то есть в данном случае за отсутствие детей. Нам не обязательно считать этот рецепт универсальным на все времена, и что мы должны его выучить наизусть и, соответственно, искать не где-то вокруг нас обязательно чего-то подобного. Потому что времена меняются уклады, меняются тараканы в голове окружающего народа, если так можно сказать. В итоге сегодня бездетность не является знаком проклятия и наказания от Господа какой-либо женщины, и окружающие люди, соответственно, не относятся к этой женщине с каким-либо там презрением, шушуканием и прочим. Равно как и сегодня, по крайней мере, в западном мире, как правило, семья состоит из мужа и жены, не имеется в наличии некая соперница, более успешная в рождении детей, которая могла бы выражать свое яркое презрение. Вот почему нет смысла считать данную модель, если так можно сказать, универсальной на все времена, и что она обязательно будет применяться сегодня. Но мы рассмотрели этот метод Божий на самом деле для одной лишь причины. Благодаря этому мы увидели, что Господь, прежде чем помазать человека Божьего на какое-либо великое служение, начинает этот путь подготовки человека Божьего даже не от утробы матери, а от многолетней подготовки самой матери, так что эта подготовка
порой занимает десятилетия. Многие матери думают, что могут научить своих детей Богу какой-либо муштрой, каким-либо заставлением. Читай Библию от сих до сих, вот этот стих заучи наизусть, или завтра будешь помогать в служении и так далее. Но в том-то и дело, что мать может передать своему ребенку лишь только то, что есть в ней самой. И вот если в ее сердце есть обостренная жажда руки Божьей, обостренная жажда водительства Божьего, она это передаст. Это и есть подлинное воспитание в Боге. Тогда оно состоится. А если этого нет, то мы можем посмотреть на опыт Агари, Лии, Финаны. Это все женщины, так сказать, верующие, которые родили детей. И об этих детях Священное Писание либо не говорит ничего, либо плохое с духовной точки зрения. Какая мать не хотела бы, чтобы ее ребенок был счастливым? И часто под этим подразумевается достаточно шаблонное понятие, богатым, известным, еще каким-то. А кто из сегодняшних или завтрашних матерей мечтает родить человека Божьего? Кто сегодня из женщин готов на то, чтобы рука Божья поместила их в такую ситуацию, в которой они будут ежедневно, безответно взывать Господу годами, ночами выть в подушку, лезть на стену от неотвеченных молитв и несбывшейся надежды, ежедневно подвергаться незаслуженному презрению и унижению до тех пор, пока полностью не смирятся под руку Божию и волю Его, пока полностью не отдадут себя в руки Божьи под Его водительство.